Виноградинка. Сегодня я покажу вам, как готовить волшебные булки Cinnabon, но вы должны знать одну их особенность. После того, как вы начнете их печь и есть, вы не сможете остановиться. Для приготовления опары нужно смешать вместе муку, молоко и дрожжи. Дрожжи я буду использовать сухие, вот такие совмомент. Если у вас дрожжи свежие, то их предварительно нужно растворить в молоке. Если используете сухие дрожжи, то мы их добавляем сразу в муку и хорошо перемешиваем. Я буду замешивать тесто в хлебопечке, но вы это можете сделать и руками, и миксером, как удобнее. Вливаю молоко. Всыпаю муку с дрожжами. И теперь это нужно размешать до такого состояния, чтобы не осталось сухих комков муки. Вот так выглядит замешанная опара. Теперь миску с опарой нужно накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место, пока она не увеличится в 2 раза. По времени на это может уйти где-то час-полтора, зависит от дрожжей, от той температуры, где будет опара подходить. Ну, примерно ориентируйтесь на час-полтора. Я это делаю либо в хлебопечке, там очень тепло, очень удобно подходить тесту, или можно поставить миску с тестом в духовку. Если электрическая духовка, просто включите лампочку. Если у вас газовая духовка, поставьте миску с кипятком и туда же поставьте миску с тестом, и оно будет очень хорошо, быстро подходить. Прошло чуть больше часа, опара уже довольно сильно подошла, но увеличилась в объеме в 2, даже немножко больше, чем в 2 раза. Вот она такая уже пышная, пузырчатая. И теперь мы подготовим остальные ингредиенты. Сливочное масло и яйца для теста нужно достать заранее из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Теперь нужно взбить яйца с сахаром и с солью, 1 яйцо, и сюда же добавляю 2 желтка. Всыпаю соль и сахар и взбиваю миксером до пышности. Яйца уже хорошо взбиты, и сейчас я добавлю все остальные ингредиенты к опаре. В опару добавляю взбитые яйца. Всыпаю муку, слегка размешаю это и начну замешивать тесто. Когда тесто более-менее до однородности смешается, я по чуть-чуть начну добавлять порезанное кусочками масло. Еще раз напомню, оно должно быть мягкое, комнатной температуры. Тесто уже смешалось до однородности, и сейчас по кусочку постепенно я добавлю все сливочное масло. Тесто нужно вымесить до однородности, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оно вот такое мягкое, эластичное, и старайтесь не добавлять муки больше, чем указано в рецепте. Постепенно вымешивайте, и в процессе вымешивания вы увидите, как оно станет такое вот красивенькое, пухлое и совсем не липкое. Сформовать шарик из теста. Теперь его нужно положить в миску или, как в моем случае, в хлебопечку, накрыть пленкой и убрать в теплое место примерно на час-полтора, пока снова тесто не увеличится в объеме вдвое. Пока подходит тесто, я приготовлю все необходимое для начинки. Сливочное масло нужно достать из холодильника, оно должно быть мягким. Также мне понадобится цедра апельсина. Ее можно снять при помощи мелкой терки с апельсина или вот такой вот специальной штучкой для цедры. Тогда цедру нужно будет еще дополнительно нам порубить, чтобы она была помельче. Если теркой, то она получается довольно мелкая. Снимайте только саму цедру, не захватывайте белую часть кожуры.
миску всыпьте сахар. К сахару добавьте апельсиновую цедру. И перетрите цедру с сахаром. Таким образом апельсин отдаст максимальное количество аромата нашим булочкам. Отставим сахар в сторонку и пока займемся приготовлением специй. Когда тесто постояло примерно 30-35 минут, его нужно немножечко обмять. Так слегка я его обминаю и ставлю дальше, чтобы оно подходило. Мускатный орех я натру на терке. Всего понадобится примерно чайная ложка мускатного ореха. Вы можете взять готовый молотый орех, но, в общем-то, если найдете вот такой целый, то я рекомендую все-таки самостоятельно его натереть. Это совсем не сложно, но аромат булок будет намного более волшебный, чем с готовыми специями из пакетиков. Вот здесь у меня молотая корица и молотый кардамон. Сейчас я смешаю все специи и добавлю их к сахару с апельсиновой цедрой. Тесто вот так вот очень прилично выросло, даже, наверное, раза в 3. Сейчас я подпылю немножко мукой стол. Выложу тесто. Теперь нужно растянуть его аккуратно в прямоугольник. Немножко вот так прижать. И вот так вот складываем. Чтобы получился такой вот квадратик. Теперь я его переворачиваю, отложу вот сюда в сторону, накрою пищевой пленкой. И примерно 10-15 минут дам ему отдохнуть. Пока пухляш отдыхает, подготовьте форму для выпечки. У меня вот такая стеклянная форма, размер примерно 25 на 35 сантиметров. Но можно использовать любую подходящую форму, можно глубокий противень. Пухляш немножко подрос, отдохнул. И сейчас я буду его раскатывать и формовать булочки. Тесто вот так немножко растягиваем руками и затем беру скалку и начинаю раскатывать. Раскатать нужно в прямоугольник примерно 30 на 40 сантиметров. Теперь распределяю мягкое сливочное масло по поверхности всего теста, оставляя вот с краю буквально сантиметр для того, чтобы нам потом скрутить рулет и слепить его. Затем сверху равномерно посыпаем сахаром, со специями и с апельсином. Также вот здесь с краю сантиметр оставляем и посыпаем. И сверху вот так вот аккуратно я прижимаю сахар, чтобы он смешался с маслом, и когда я буду закручивать рулет, чтобы сахар не высыпался при этом. И теперь начинаю скручивать рулет. Делать это нужно так, чтобы рулет был достаточно плотный, чтобы
чтобы булочки потом не раскрутились во время выпечки. И теперь вот здесь хорошо нужно закрепить шов. Поворачиваю швом вниз рулет. И сейчас его нужно разделить на 12 равных частей. Сейчас я накрою булочки пищевой пленкой и уберу в теплую духовку, чтобы они подошли. По времени примерно это займет 40-50 минут. Вот так выглядят булки после 50 минут в тепленькой духовочке. Они очень-очень увеличились и уже прям вплотную друг к дружке прилегают. Обязательно растаивайте их вот до такого состояния, чтобы они были очень-очень пышные. Тогда и готовые синнабоны будут очень нежные и пушистые внутри. Сейчас я разогреваю духовку до 190 градусов и буду выпекать синнабон. Пока булки пекутся, я приготовлю глазурь. Для этого нужно крем-чиз и сливочное масло. Тоже заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры и чтобы масло было мягкое. Смешиваю крем-чиз с маслом и сюда же добавляю сахарную пудру. Слегка перемешаю это все лопаткой до объединения, а затем буду взбивать миксером, пока не получится пышная такая глазурь красивая. Глазурь взбилась вот до такого состояния. По желанию вы можете добавить примерно 15-20 грамм коньяка или какой-нибудь апельсинового ликера. Я добавлю немножко рома. Достаньте синнабоны из духовки, дайте остыть пару минут и переложите на решетку. Покройте глазурью.